Давай. Да кто ж ты такой? «Рыцарь дня» 2010 года, Night and Day. Фильм Джеймса Мэнголда в жанре комедийного шпионского боевика с Томом Крузом и Кэмерон Диаз в главных ролях. Дословный перевод названия фильма «Рыцарь и день», в чем наблюдается игра слов. Night – ночь и Night – рыцарь произносятся одинаково. Том Круз и Кэмерон Диаз уже снимались вместе в фильме 2001 года «Ванильное небо». Сюжет фильма «Рыцарь дня» с Томом Крузом похож на карнавал по теме «Шпионы и их девушки». Но все смотрится на одном дыхании, ирония повествования захватывает и увлекает за собой. Том Круз в комедии Night and Day прекрасен именно благодаря ненавязчивой пародийности своего персонажа. В отличие от большинства боевиков такого типа, в основе «Рыцаря дня» лежит не книга комиксов, не роман, телесериал или видеоигра, а старомодный пробный сценарий Патрика О'Нила. Что это на мне? Бикини? Мы же в тропиках. Как оно оказалось на мне? Джон, меня учили разминировать бомбы в кромешной темноте. Я раздену тебя и одену, ни разу не взглянув. Я не могу сказать, что так и сделал, но ну все. Сам сюжет воздает должное остроумным, полным флирта и тайн романтическим боевикам 60-х, но что явно отличает его среди других. Это два его совершенно не похожих друг на друга главных героя, супершпион Рой Миллер и одинокая женщина Джун, которые встречаются при крайне неоднозначных обстоятельствах. Однако, пройдя через многочисленные сложности и опасности, и вопреки самому здравому смыслу, герои Тома Круза и Кэмерон Диаз начинают учиться доверять друг другу. Просто, чтобы ты понимал. Останешься одна, вероятная продолжительность твоей жизни где-то здесь. Со мной здесь, без меня здесь. Со мной без меня, со мной без меня. Советую домой не возвращаться. Том Круз и Кэмерон Диаз в фильме «Рыцарь дня» добились очередного кассового успеха. Имея внушительный бюджет в 117 миллионов, картина собрала в мировом прокате впечатляющие 222 миллиона долларов. «Рыцарь дня» актеры и роли. Том Круз, Рой Миллер, секретный агент экстра-класса. Кэмерон Диаз, Джун Хевенс. Питер Сарсгаард, Фицджеральд, начальник секретной службы, бывший коллега Роя. Жорди Малья, Антонио Квинтана, главарь торговцев оружием. Пол Дана Саймон Фек, изобретатель супербатарейки. Виола Дэвис, директор Джордж. Мэгги Грейс, Эйприл Хевенс, сестра Джун. Марк Блукас, Родни, пожарный, бывший бойфренд Джун. Галь Гадот, Наоми, бывшая коллега и любовница Роя, представитель Антонио Квинтана. Фальк Хенчель, Бернард, профессиональный киллер экстра-класса. Джон. Не повторяй мое имя. Ты его повторяешь, и меня еще больше трясет. Ладно. Съемки фильма «Рыцарь дня» проходили в Массачусетсе и Калифорнии, а также в испанских городах Кадис и Севилья, австрийском Зальцбурге и на Ямайке. Ради съемок в фильме «Рыцарь дня» Том Круз отказался от участия в проекте «Турист», где пару Анджелине Джоли в итоге составил Джонни Депп. На роль в фильме «Рыцарь дня» сначала был утвержден Адам Сэндлер, но впоследствии он отказался сниматься в боевике. Это курс 77 US Midland TS. Попали в сильную... Там одни трупы. Проходи, садись. Композитором в картине выступил Джон Пауэлл, ранее написавший музыку для похожего по жанру фильма «Мистер и миссис Смит». Популярная группа Black Eyed Peas записала специально для фильма «Рыцарь дня» песню «Someday», которая стала основной музыкальной темой фильма. Сценарий фильма «Рыцарь дня» изначально назывался «Все новые враги», однако на студии его переименовали в «Мужчину с проблемами», затем в «Уичита» и только потом в «Night and Day». Между делом, пуская на слом колонну джипов, пару малолитражек и авиалайнер на 300 мест, герои меняют бостонские развязки на тропические кущи, альпийские снега на испанскую корриду, катера на вертолеты, вертолеты на поезда и поезда, на красный мотоцикл, который все уже неоднократно видели на промо-картинках. Что? Ты мне не рад.
При этом весь этот автопром и география накручиваются на сюжет, где самая притягательная часть как раз-таки отношения главных героев, которые выясняют их одинаково мило и забавно вне зависимости от окружающей обстановки и задействованных в процессе лошадиных сил. В этой полной неожиданности гонке по странам и континентам мрачный ренегат из мира супер-асов шпионажа и очаровательная женщина из мира бостонского автосервиса оказываются крайне неподходящими друг для друга партнерами в игре, где им необходимо будет справиться с таким количеством неожиданных поворотов, что ей в итоге придется научиться отпускать ситуацию, а ему держаться до последнего. Прости, я... Прости. Нет, не извиняйся, все классно. Это текила, еще высота Слушай, и я должен все тебе кое-что такое. сказать. Я просто... О, боже, у тебя уже кто-то есть. Прости, зачем я... Нет, дело не в этом. Еще одна ключевая сцена, которая приводит в движение фильм «Рыцарь дня» и весь сюжет. Эпизод с Боингом 727, в котором Том Круз вступает в отчаянную, тщательно поставленную рукопашную схватку в крайне стесненном пространстве. «Мы тренировались каждый день в течение 30 дней, чтобы подготовить Тома для этой сцены», вспоминает Эсме Резе. Это была драка из 75 движений, поэтому много сил ушло на то, чтобы придумать, поставить и скоординировать все это. И абсолютно все движения Том делает сам. Координатор специальных эффектов Майкл Минардус говорит, чтобы два знаменитых актера выделывали трюки на мотоцикле, несясь на скорости 100 км в час по узким испанским улочкам. Обычно это делают каскадеры, но от бега быков до всех трюков на машинах Том Круз и Кэмерон Диаз делали все сами. Диаз также понравился царивший на съемках фильма «Рыцарь дня» 2010 года позитивный настрой и то, что во время съемок она много смеялась. Держу пари, вы ни одной девушке амулет не готовили, Антонио. Не дразните меня, Джон. И не доставляли к сестре на свадьбу. Минута в минуту. Мелочи, конечно, но они так много знают. Хватит! Ладно. У Тома такое великолепное чувство юмора. Он умеет всех рассмешить. Когда снимаешься в фильме, который должен быть смешным для зрителей, и большую часть съемок ты смеешься, то ты точно знаешь, что все получится, резюмирует она. Нам с Томом вместе было так весело, что я думаю, это невозможно не почувствовать по ходу развития сюжета, по юмору и в том, как взаимодействуют наши персонажи. «Рыцарь дня» сюжет. Джун Хевенс Кэмерон Диаз собиралась лететь в свой родной Бостон из Канзаса на свадьбу сестры Эйприл, Мэгги Грейс. В аэропорту она пару раз столкнулась с обаятельным мужчиной по имени Рой Миллер, Том Круз. Тот на нее так посмотрел, что в душе Джун что-то всколыхнулось. А потом она также совершенно случайно оказалась с Роем в одном самолете. В какой-то момент Джун вышла в туалет попудрить носик и придать себе уверенности. Но когда вышла, то увидела, что Рой перебил немногих пассажиров самолета, но что самое неприятное, двое пилотов также оказались убитыми. Правда, Рой посадил самолет на кукурузное поле и объяснил Джун, что он суперагент, за которым охотятся, потому что он спасает гениального изобретателя. Но на Джун это не произвело серьезного впечатления. Зато на нее, безусловно, произвел впечатление догорающий посреди поля самолет с трупами. Потом Рой усыпил Джун, которая, проснувшись, находит везде его записки с комментариями. За ней приезжают федералы, которые вроде как хотят отвезти девушку в безопасное место. А Миллер ее предупреждал, что фраза «отвезем вас в безопасное место» на самом деле означает предстоящее убийство. Но Джун все-таки села в машину с агентами и поехала навстречу своей судьбе. После этого девушка оказывается втянута в невероятную историю с погонями и перестрелками. Секретная операция, которую должен выполнить загадочный агент, заключается в спасении от бандитской группировки под управлением Антонио Квинтана, Жорди Малья, неисчерпаемого источника энергии сверхмощной батарейки. Ее изобрел юный гений Саймон Фек, Пол Дана, недавно окончивший школу и нуждающийся в защите. Джун теряется в догадках, кем же на самом деле является ее неугомонный спутник, спасителем человечества, предателем или просто сумасшедшим. Побывав вместе с Роем на тропическом острове, его секретном убежище, и в логове торговцев оружием, попутно прокатившись на поезде с профессиональным убийцей экстра-класса Бернардом, Фальк Хенчель, Джун открыла в себе новые качества и вкус к шпионской жизни. Это помогает ей пережить сумасшедшую гонку на мотоцикле среди стада быков с родео и сделать свой выбор после разговора с директором Джорджем, Виола Дэвис, обвиняющие Роя в измене. Джун, проявляя чудеса сообразительности, находит родителей Миллера, которые считают сына погибшим, и сообщает, что батарейка у нее, чтобы на нее вышли террористы, а вслед за ними и сам Рой. В финальной схватке с бывшим коллегой, предателем Фитцем, Питер Сарсгаард, Роя ранит. Сам же Фитджеральд погибает при взрыве вертолета, спровоцированном перегревом супербатарейки. Роя отправляют в госпиталь под наблюдением спецслужб, откуда его похищает Джун, переодетая медсестрой, и везет через всю страну к мысу Горн, их общей мечте, до которого еще долгих 3796 километров. Кажется, я хочу заняться сексом. У нас получился бы шикарный секс. Они тебе что-то вкололи? Ага. Пей больше жидкости.
«Рыцарь дня» оставляет довольно приятное впечатление за счет профессионализма исполнителей главных ролей Тома Круза и Камерон Диаз, а также благодаря несерьезности подхода. Пафосными речами и самоотверженностью героев искушенного зрителя больше не проймешь. К счастью, создатели «Рыцаря дня» поняли это и сделали качественный и зрелищный комедийный боевик, не утомляющий взор и сознание. Во всем остальном кино получилось легкое, забавное и ненапряжное. Как стёбовый боевик для того, чтобы отдохнуть и расслабиться. Самое то. Отличный фильм «Рыцарь дня» 2010 года, который оставляет только положительные эмоции и обеспечивает зрителям хорошее летнее настроение. А практически идеальная пропорция жанров гарантирует каждому сладкий кусочек от очень вкусного пирога под громким и двусмысленным названием Night and Day – «Рыцарь дня». Со мной. Без меня. Со мной. Без меня. С тобой. Тогда ставь музычку, мистер диджей. Есть, мэн.